Всем привет! Вы на канале Ренат Строит. Если не подписаны, просьба подпишитесь и прожмите колокольчик о всех уведомлениях. Тем самым вы поможете моему продвижению. В сегодняшнем выпуске мы пообсуждаем, я вам порассказываю, вернее сделаю сравнение двух нейлеров. Один у нас аккумуляторный, фирма DeWalt, второй у нас газовый, фирма HiBest. Вот, DeWalt многие видели уже у меня его. Единственное, сейчас очень большие сложности с обслуживанием данного нейлера. Вообще, для чего нейлер предназначен? Нейлер предназначен для сборки как каркасов деревянных, либо каких-то межкомнатных перегородок. Да что, вот я сейчас нахожусь у себя в бане, и при помощи такого нейлера вот я собирал эту баню. Также я уже показывал ролик, как я монтировал домик 2,5 на 4 при помощи вот этого нейлера. Я уеду в Комарова, поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну. И на море буду разом, кораблем и водолазом, сам себя найду пути, если часом затону. В общем, как бы разобрались. Получается, оба нейлера у нас стреляют, забивают вот такие гвозди. Гвозди идут у нас от 50 до 90 миллиметров. Соответственно, они могут быть как нержавейка, оцинковка, гладкие, получается, ершеные, обработанные, необработанные. В общем, они вот на такой, на бумажной ленте. И, соответственно, при помощи того, как мы нажимаем курок, у нас в этом нейлере боек прямо бьет по гвоздю, и гвоздь соединяет две детали между собой. Неважно, этот нейлер либо этот, забивают очень хорошо. Этот нейлер газовый, у него он работает немножечко помягче. Ну, об этом более подробно. Вот, забив такой гвоздь, потом выдернуть, разъединить две детали очень сложно. Особенно, когда гвозди ершонные, их просто нужно будет потом спиливать сабельной пилой. Давайте я вам продемонстрирую, как бьют у нас нейлеры. Я приготовил тут пару деталек, получается. Вот, пока забью в ребро, чтобы потом еще провести несколько манипуляций. Вот этот нейлер, получается, вот. Да, забивает и углубляет. Кстати, тут есть регулировочки, о них тоже расскажу обязательно. Вот, забивает очень достойно. Вот, мне нравится, как работает и этот нейлер. Потом покажу комплектацию. Здесь он также работает при помощи аккумулятора, но здесь еще есть газовый баллон небольшой, за счет которого и происходит выстрел. Получается, вот так вот мы. Вот. И, кстати, для сравнения, вот получается, насколько заглубляется. Вот, одинаково, можно сказать. Наверное, даже HiBest чуть-чуть глубже забил. Ну, здесь торец, как бы, но, видите, очень хорошо забивает гвозди. Тут тоже можно регулировать, чтобы забивалось за подлицо. Вот, где, если деталь у нас потолще, допустим, нам нужно немножечко заглубить. В общем, на обоих нейлерах присутствуют регулировки глубины забивания. Здесь вот они есть, присутствуют, и, соответственно, их нужно регулировать. Бьют одинаковые гвозди, что здесь 50-90, что здесь. Угол наклона 34 градуса. Давайте более подробно, быстренько пробежимся по DeWalt. DeWalt я сильно акцентировать внимание не буду по одной простой причине, потому что сейчас у нас его на рынке нет. Как бы очень огромный минус данного пистолета. Здесь, получается, находятся пружины две. Вот, и боек.
вот эти пружины, они как раз изводят боек. В прошлом году я менял пружины, они были еще по гуманной цене, это 5000 рублей. А в этом году, благо я нашел у знакомого бэушный боек. Вот боек, получается, полностью в комплекте, там как раз с этими двумя пружинами продается, стоит 20 000 рублей. И обслуживать такой нейлер сейчас достаточно дорого, получается. И как бы я нашел себе альтернативу. Вот очень достойный нейлер. Как бы по весу тоже, по габаритам они подходят. Но здесь очень огромная разница в стоимости. Сейчас сам этот нейлер, если и можно купить, то за очень дорогие деньги. Вот этот нейлер на порядок дешевле. Я думаю, кому интересно, сможете погуглить. Стоимости сознательно не называю, чтобы все было адекватно. Так, вот достану еще раз нейлер. Вот он такой, вот они. Да, этот немножечко смотрится погабаритнее, но вот они по весу, по эргономике очень даже удобно. Сейчас давайте в раз постараюсь выстрелить двумя. Вот. Бьют одинаково. Здесь, чтобы у нас получается обслуживание на порядок дешевле, мы помимо аккумулятора используем еще вот такой баллон, вот, который вот сюда у нас заправляется. Здесь он вставлен и уже в работе. Вот, дальше у нас в комплекте здесь идет, получается, вот такой удобный кейс. Вот он так вот сложен. На защелках очень удобно. В машину поставили. И очень даже хорошо. Для DeWalt у меня есть сумки специальные. Вот, но когда кейс именно в таком формате, это удобнее. Ничего не мнется, ничего не царапается, ничего не бьется. По порядку, вот здесь вот есть наборы ключей шестигранников для обслуживания, специальные инструменты. Вот сам, получается, нейлер, два аккумулятора, зарядное устройство, специальные тоже ремкомплекты, вот масло, вот такой удобный кейс. В общем-то, как бы еще раз хочу сказать, что хорошая альтернатива DeWalt. Я думаю, многие понимают, у нас сейчас DeWalt не найти днем с огнем. Ну и ценник, даже если мы находим, ценник очень космический. Реально был приятно удивлен, когда попользовался этим пистолетом. Очень хороший нейлер. Вообще при помощи нейлеров вы упрощаете и ускоряете себе процесс работы. Действительно, если вам не нужно строить дома, если у вас деятельность совсем другая, и вы не особо, так сказать, фанатеете инструментом, то для домашних целей подойдет обычный молоток. Но я даже... У меня есть инструменты, которыми я не особо пользуюсь всегда на стройках, но когда они у меня есть, я прекрасно понимаю, что это меня может выручить в любой момент. А такие пистолеты на порядок ускоряют процесс работы. Они есть как для сборки каркасов, так и для финишных отделочных работ, также для гибкой черепицы. По бетону, кстати, очень хороший пистолет, тоже, надеюсь, появится у меня в ближайшем времени. И я смогу вам также сделать, так сказать, обзор на этот нейлер. Вот гвозди здесь, я еще раз повторюсь, как есть обработанные, ершеные, гладкие, оцинкованные. Вот все зависит под тот спектр работ, которые вы выполняете. Где-то можно обычный гвоздь, так же как обычные гвозди есть черные, есть оцинкованные. Вот здесь то же самое. Выбирайте тот гвоздь, который вам нужен. Пистолет бьет на ура. Я продемонстрировал. Давайте еще собью сейчас вот так вот две заготовки. Вот, спокойно. Их уже сейчас не разделить между собой, потому что на ершонные гвозди все сбивается. Как бы
Вот. Я хотел еще отметить, что здесь есть выстрел очередью, но когда мы бьем мелкие гвозди, а здесь вот спокойно мы буквально за 2 секунды забиваем 4-5 гвоздей. Вы сами прекрасно понимаете, что работа у вас ускоряется. Друзья, так что рекомендую. Сейчас предлагаю сравнить скорострельность, какой, по моему мнению, будет стрелять пистолет быстрее, лучше. Вот это я сейчас по своим ощущениям вам скажу. Берем DeWalt. Вот сейчас я забил 10 гвоздей нейлером DeWalt. Сейчас забью хайбистом. Да, хайбист стреляет быстрее. Как бы получается, у него скорость забивки гвоздей быстрее. DeWalt немножко в этом проигрывает. Не ожидал такого, скажу честно. Думал, что DeWalt будет побыстрее. Здесь, скорее всего, играет то, что мотор раскручивается дольше. А здесь получается просто за счет газа пистолет выстреливает оперативнее и быстрее. Буквально считанные секунды, и 10 гвоздей уже в заготовке. По скорострельности сделали такое сравнение. Я думаю, многим было интересно. По отдаче тут, наверное, они где-то близко. DeWalt, может быть, немножко пожестче работает, отдача побольше. В 1 год у меня были проблемы с локтевым суставом. Я не знаю, я не буду ничего говорить, но, вот знаете, такое ощущение, что когда вот долго работаешь, возможно, из-за этого на локтевой сустав нагрузка какая-то шла. Не могу 100% говорить, наговаривать на какой-то инструмент, но были проблемы у меня с локтем. Вот, в этом плане скорострельность хайбист быстрее и работает немножко мягче по отдаче. Вот, также есть еще один очень интересный момент у них. Это вот такие крюки. Здесь видите, он пластиковый крюк. Но пластик довольно-таки мощный, жесткий. Вот, и вращается крюк вот этот. Это для удобства, чтобы подвесить где-то на высоте, на обрешетку. Ну вот продемонстрирую это вот так. Вот спокойно цепляется и висит. Довольно-таки глубокий крюк. Можно там даже на 50-ю доску спокойно вешать где-то на каркасе, на обвязке. Вот, соответственно, тоже очень удобно. Здесь у нас на хайбисте есть крюк, но он вращается, как бы получается у него несколько положений, но вешать мы можем только в одном положении. Такая шпилечка, мне кажется, она будет тоже удобна. Вот, смотрите, спокойно висит даже в таком ключе. Вот, а так вот и сюда же, куда вешал DeWalt, спокойно висит. Тоже широкий, тоже можно там миллиметров 50 доска спокойно залезет. Вот, пожалуйста. Все. В таком формате. Что еще хочется отметить? Данный пистолет на баллоне газа выстреливает по заводским характеристикам 1000 гвоздей, но сразу оговорюсь, что в холодную погоду как бы он будет выстреливать меньше. В теплую погоду, я думаю, больше 1000 гвоздей. DeWalt же на своем аккумуляторе на 5 ампер-часах, я думаю, тоже спокойно выстрелит эту 1000 гвоздей, но у нас разная емкость и разный принцип работы. Бывало такое, что 1,5 дня я работал этим нейлером DeWalt, и, соответственно, он выстреливал, вернее, аккумулятор у него только через там 1,5 суток выключался. День работаешь, он висит, потом смотришь, проверяешь, еще есть заряд, дальше стреляешь, потом меняешь. Здесь же получается все, аккумулятора хватит на очень долго, потому что здесь вся работа происходит за счет газа. Соответственно, такой вот формат.
И аккумулятор заряжать не так долго. В Хайбисте аккумулятор, 2 аккумулятора в комплекте, в кейсе, как показывал. Здесь же можно DeWalt приобрести как отдельно тушку, так и, соответственно, с зарядкой и аккумуляторами, с 2 тоже. Но цена там будет 1100, наверное. Еще бы хотел отметить такой момент по поводу загрузки гвоздей в Хайбест. Мы берем гвозди, здесь вот есть место такое, спокойно отправляем в магазин. Все, гвозди здесь. В DeWalt немножко по-другому. Смотрите, в DeWalt происходит немножко по-другому. Если мы сейчас, так же как в Хайбесте, засунем гвозди, то, соответственно, вот этот рычажок мы не сможем протащить. Нам нужно изначально вот этот рычажок взвести вот в это положение. Если мы делаем это неаккуратно, у меня были здесь проблемы, работники выдирали просто. Вот если мы туда присмотримся, там получается закручивается изнутри винт, все это пластиковое, и при неаккуратных действиях это все выдирается. Спокойно засовываем, отпускаем, все. Вот видите, он болтается. Просто нужно аккуратнее, а так из-за того, что люди торопятся, неопытности, все это вырываем. Как бы здесь, конечно, конструкция жесткая, металлическая, хороший пластик даже используется моментами. Вот. Здесь, наверное, Хайбест немножечко выигрывает у DeWalt. В плане того, что еще у DeWalt тут есть несколько скоростей работы. Все вот регулируется вот этими. Вот 2-я скорость. Автоматическое забивание гвоздей. Но даже на автомате он проиграл Хайбесту. Но это сугубо мое мнение. Не наговариваю, никого не продвигаю. Делаю честный обзор. В общем, друзья, такие вот моменты. В общем, я доволен. Хочу порекомендовать вам. Вот, а на этом мой выпуск подошел к концу. Мой обзор подошел к концу. Хочу вам пожелать всего самого наилучшего. Крепких, теплых домов. Не болеть. Не ловить всяческих вирусов. Вы были на канале Ренат Строит. Я Ренат. Пока-пока, друзья. До встречи в новых выпусках.